Всем привет! Сегодня мы с одной стороны продолжим тему садоводства, а с другой проведем приготовление к следующим шагам – созданию биогаза и биодизеля. Ссылки на видео по верстакам, используемым в этом ролике, будут, как обычно, в описании. Итак, сегодня мы детально рассмотрим возможности садового верстака. И еще одна вещь, о которой я хочу сказать. С этого видео я не буду перечислять полный список всего необходимого для крафта, а буду лишь заострять внимание на самых сложных и важных вещах. А также скажу, по какой фразе найти рецепт в меню крафта. Вам же зачастую будет достаточно ввести лишь какую-то часть фразы для удачного поиска. В прошлом ролике я сказал, что проблем с компостом нет, если вы поставили заранее стандартный компостер, который можно сделать, кликнув правой кнопкой мыши и выбрать в меню «Построить», «Мебель», «Компостер». Но этот компостер подойдет, если вам надо немного компоста. Если же вы планируете делать биогаз и удобрения, то нужно делать как минимум компостный ящик. Механика работы стандартного компостера подразумевает закидывание в него испорченной еды и ожидание, пока она перегниет и получится компост. Гидрокрафтовский компостный ящик и компостер все это делают моментально. С одной стороны, разработчик усложнил создание ящика, но с другой значительно облегчил получение самого компоста. В меню крафта находим «Создать компостный ящик» и видим, что делается он достаточно просто. Из требований стоит лишь отметить 5 уровень строительства и 5 уровень фермерства. Все это у нас есть, и мы создаем его. Для работы ящика его можно держать в инвентаре, но я все же предпочитаю его поставить. Берем то, что хотим переработать, кликаем правой кнопкой мыши на компостный ящик, либо на том, что будем перерабатывать, и выбираем «Сделать компост». Для переработки подойдут практически все растения – рыба, мясо, готовая и сырая еда, кал животных, по сути все, что может гнить. Также при помощи садового верстака можно сделать и компостер. В меню крафта вы сможете найти его по запросу «Построить компостер». Его крафт в разы сложнее, а разница лишь в скорости переработки. Он работает примерно в 4-5 раз быстрее, чем компостный ящик, но когда вам будет необходимо делать сотни компоста, вы задумаетесь о его создании. Следующее, что мы сделаем, это ящик для растений. Для него нам понадобится садовый верстак, деревянный ящик и земля. С деревянным ящиком вы разберетесь и сами. Земля добывается в шахтах, или просто если у вас есть в инвентаре лопата или совок и пустой мешок, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Набрать землю». Если у вас закончились мешки, как их сделать, я рассказывал в видео по ткацкому станку. Для посадки культур нам нужен садовый совок и семена, либо для большинства культур подойдет и само растение. Сложность тут заключается в требованиях по прокачке. Чтобы посадить растение в ящик, требуется 7 уровень фермерства. В данный момент в моде есть ошибка, не позволяющая расти гидрокрафтовским растениям и животным, но такие важные для нас растения, как лимонное дерево и свечная ягода, вырастить можно, потому что они сажаются в грядки, и далее требуют стандартный уход, полив, удобрение и лечение. Следующее, что можно сделать, это наполнить глиняный горшочек землей. Сам горшок делается в гончарной печи, а с землей мы уже разобрались ранее. Посадить в такой горшок можно лишь базилик, люцерну и душицу. Посадка также требует 7 уровня фермерства и садовый совок. Следующее – это выращивание спирулины. Набираем «Выращивать спирулину в резервуаре» и смотрим. Здесь все составляющие находятся в мире. Саму же спирулину можно просто либо есть, либо добавлять в еду, либо сделать порошок, который необходим для крафта агар-агара. Резервуар со спирулиной используется для создания еще одного, самого крутого спирулинового компостера. Для его создания сначала надо сделать схему. Для этого вводим в поиск «Сделать схему спирулинового компостера». Конечно, сразу такие вещи не крафтятся, но по мере развития, думаю, вам не составит труда проапгрейдить свой компостер до спирулинового. После создания и прочтения схемы находим «Построить спирулиновый компостер» и видим, что все необходимое для его крафта мы уже обсудили. Разве что стоит отметить требования 10 уровня фермерства. Этот компостер делает сразу по 5 компоста, расходуя только лишь 1 единицу воды, можно сказать, делает его из воздуха. Далее идет шпалера. Понятия не имею, зачем она нужна и как ее использовать.
Возможно ли выращивание винограда? Но у меня нет столько времени на эксперименты, так что просто знайте, шпалеру можно сделать на садовом верстаке. А если у вас есть информация по ней, то буду признателен, если вы напишите в комментариях. И, наконец, последнее – это плодородная почва. Набираем «Сделать плодородную почву» и видим, что все достаточно просто. Единственное, если у вас нет АФК удобрения, то делаете 10 компоста, берете мешок, правой кнопкой мыши по нему или компосту, выбираете «Наполнить сумку компостом» и получаете АФК удобрение. Плодородная почва нужна для посадки деревьев, а именно в нее можно посадить еловую шишку, желудь или березовую сережку. Если у вас есть чем дополнить эту информацию, пишите в комментариях, буду очень признателен. А у меня на сегодня все. Всем пока!